В этом видео хочу показать один из вариантов самодельного устройства с нейтральной плавучестью для огрузки поплавков, так называемого суспендера. Для работы понадобится пробка от винной бутылки, пузырек от капель для носа, свинцовый балансировочный грузик для автомобильных колес на 10 грамм и небольшой кусочек пластика. У меня это небольшой отрезок от литника пластиковой сборной модели. Сначала засверливаю в центре дна пузырька отверстие диаметром чуть меньше, чем диаметр литника, который должен вставляться в отверстие плотно, с небольшим усилием. Наклеиваю небольшую полоску изоленты, намечая линию, по которой отрежу донышко пузырька и затем резцом отрезаю его по кругу. Донышко будет служить чашечкой, в которую при огрузке будет закладываться дробинка. Горячим ножом я оплавил литник с одной стороны, сформировав шляпку. И теперь, немного надрезав пластик по кругу, отламываю небольшой 5-7 мм отрезок литника. В пробке тем же сверлом, что и донышко, засверливаю отверстие на глубину 5-7 мм по длине отрезанного литника. Вот и все. Все детали готовы к сборке. Склеивать их вместе буду цианокрилатом. Это официальное название суперклея. Клей лучше наносить с избытком, чтобы конструкция получилась герметичной. В щели между деталями не должна проникать вода, а также наоборот, при погружении в воду в щелях не должны задерживаться пузырьки воздуха. Дополнительно заливаю поры в пробке и промазываю все щели клеем, чтобы быть уверенным, что все получилось герметично. Естественно, пробки от винных бутылок бывают и из натуральных материалов. Если изготавливать суспендер из пробки, имеется в виду пробковое дерево, то чтобы он не пил воду, нужно дополнительно покрыть его лаком. Для этого подготавливаю к работе свой любимый аэрограф и задуваю 2-3 слоями водостойкого лака. Как обычно, у меня это лак для моделистов. После задувки суспендер даже стал выглядеть интереснее и приобрел крутой глянцевый вид. Теперь нужно сделать крепление для поплавка. Я пользуюсь поплавками Corallus Capri, и мне подойдет простое отверстие, в которое будет вставляться кончик киля поплавка. Толщина киля 1 мм, поэтому я засверливаю отверстие сверлом 0,9 мм на глубину 5-6 мм. Этого вполне достаточно, чтобы суспендер крепко держался во время огрузки. Если же у ваших поплавков другое крепление, например колечко, то я думаю, несложно будет придумать какой-нибудь небольшой крючок. Пришло время окончательно превратить устройство в суспендер и придать ему нейтральную плавучесть.
потому что сейчас он пока что тонет как камень. Не торопясь, понемногу начинаем стачивать грузик напильником до тех пор, пока суспендер не будет тонуть совсем медленно. Для начала можно проверять плавучесть в кружке, затем для более точной калибровки лучше налить воду в большую банку и продолжать стачивать совсем понемногу надпилем. Еще раз, спешить на этом этапе не стоит. Лучше лишний раз проверить, чем спилить слишком много и потом добавлять груз. Калибровку можно считать оконченной, когда суспендер медленно всплывает у поверхности, а если его слегка подтолкнуть, медленно тонет и остается на дне банки. Это будет означать, что суспендер достиг равновесия примерно с серединой данной банки, как раз там, где он и будет находиться в процессе огрузки поплавка. Огрузку поплавка начинаем, закладывая на чашечку пару подпасков и основной груз, которые обязательно будут присутствовать в оснастке. Затем добавляем дробинки и догружаем поплавок до нужного уровня. Дробинку перед тем, как положить ее в чашечку, лучше смочить мокрыми пальцами или просто окунув в воду, чтобы в разрезе не задерживался пузырек воздуха. Естественно, если требуется идеально огрузить поплавок, то огрузку в домашних условиях окончательно назвать нельзя, так как нужно учитывать еще много дополнительных условий, такие как плотность воды, глубину в месте ловли и даже вес лески. Поэтому окончательно все подкорректировать можно только непосредственно на месте рыбалки. Ну и, конечно, если вы ловите постоянно только на одном месте и пользуетесь всего парой оснасток, то вряд ли вы часто огружаете поплавки, и суспендер вам, скорее всего, не пригодится. Если же вам требуется настроить довольно много оснасток или просто интересно делать все своими руками, то, надеюсь, мой вариант придется кстати.